Привет, друзья! Вы на канале Эрудит, и герой сегодняшнего выпуска – один из древнейших живых существ на нашей планете. Настоящий монстр рек и болот. Знакомьтесь, гребнистый крокодил. Гребнистый крокодил является самым крупным современным пресмыкающимся и, соответственно, самым большим представителем своего вида. Самцы гребнистого крокодила могут достигать длины 7 метров, при массе примерно до 2 тонн. Это единственные современные крокодилы, регулярно вырастающие более 5 метров в длину. С другой стороны, самки гребнистых крокодилов заметно меньше самцов. При длине до 3 метров их вес редко превышает 100 килограмм. Гребнистый крокодил занимает верхнее положение в пищевой цепи на территории всего своего обширного ареала. Встретить его можно на восточном побережье Индии, почти во всех странах Юго-Восточной Азии, а также в Северной Австралии, где встречаются в наибольшем количестве. Он может обитать почти в любом подходящем по размеру водоеме, но предпочитает участки с соленоватой водой, такие как устья рек, лагуны и мангровые болота. Хищник прекрасно себя чувствует даже в соленой воде, за что его также называют морским. Гребнистый крокодил лучше всех других крокодилов приспособлен к жизни в соленой воде. Он обладает хорошо развитыми солевыми железами, расположенными на языке и позволяющими выводить избыток соли из организма. Благодаря этим железам крокодилы способны плавать не только в прибрежных водах, но и уходить далеко в океан, преодолевая при этом более 1000 километров в поисках пищи или нового места жительства. При этом крокодилы не способны пить соленую воду. Находясь в соленой воде, они получают влагу преимущественно из пищи, что порой сильно сокращает возможное время нахождения в море. Острее всего проблема обезвоживания стоит для молодых животных с небольшими объемами тела. По сравнению с другими крокодилами, гребнистый крокодил плохо приспособлен к передвижению по суше и обычно покидает воду только для того, чтобы погреться на солнце или отложить яйца. Гребнистый крокодил является очень опасным хищником, и его основной рацион – это мясо. За один обед он способен проглотить до 23% от собственного веса, но из-за медленного метаболизма им удается выживать при сравнительно малом количестве еды в течение длительного периода времени. Челюсти гребнистых крокодилов – одни из наиболее мощных в животном мире. Огромная пасть вмещает более 60 толстых и прочных зубов. Единственными животными, которые могут превосходить гребнистого крокодила по силе укуса, являются касатки и кашалоты. Сильнейшие челюсти в сочетании с невероятно крепкими зубами позволяют крокодилам убивать даже очень крупную добычу и съедать ее без остатка. Даже самые крепкие кости без особых проблем дробятся и съедаются. Если же добыча оказывается слишком велика для того, чтобы проглотить ее целиком, крокодилы разрывают ее на части, резко мотая головой. Либо традиционно разделываются с помощью вращения, при котором крокодил захватывает зубами кусок туши и прокручивается вдоль своей оси, разрывая кожу и мясо.
Добычей гребнистых крокодилов могут стать практически любые животные, будь то рыба, птица или всевозможные млекопитающие. Охотится гребнистый крокодил в основном ночью, а днем коротает время за отдыхом на берегу или мелководье. Но даже в это время он не теряет бдительности, ведь даже во время сна половина мозга хищника может оставаться активной. Засыпая с одним открытым глазом, крокодил всегда готов к появлению добычи или угрозы. Гребнистый крокодил обладает бинокулярным зрением, которое превосходно работает как днем, так и ночью. Увидев потенциальную добычу, крокодил использует проверенную тактику. Он выпускает воздух из легких и под тяжестью собственного тела медленно погружается на дно. Находясь на глубине, крокодил становится абсолютно невидимым. Затем он начинает сокращать дистанцию. В этом ему помогает хвост, который почти полностью состоит из развитых мышц и достигает 55% от длины всего тела. Подплыв достаточно близко, он буквально выстреливает из воды. Молниеносная атака со скоростью 12 метров в секунду не оставляет жертве ни единого шанса на спасение. В случае, если расстояние для выпада слишком велико, крокодил будет терпеливо ждать, пока добыча сама не придет в ловушку. Гребнистый крокодил способен замедлять сердцебиение до 2 ударов в минуту, что позволяет ему находиться в засаде без доступа к кислороду вплоть до 1 часа. Невероятное терпение рано или поздно приносит свои плоды. Реакция гребнистого крокодила настолько развита, что он без труда ловит проплывающую мимо рыбу. Во время рыбалки крокодил открывает пасть и расставляет лапы в стороны, что позволяет рецепторам, которые находятся на лапах заранее, уловить движение рыбы. Крокодилу остается лишь дождаться нужного момента, чтобы резким движением пасти добыть свой трофей. В океане крокодилы часто охотятся на крупных рыб и морских черепах, которых не спасает даже крепкий панцирь. Жертвами крокодилов регулярно становятся самые разные виды акул. Несмотря на сильные челюсти и острые зубы, даже очень крупные акулы имеют мало шансов в схватке с гребнистым крокодилом такого же размера. Кроме того, крокодилы могут нападать на дельфинов и даже на небольших китов, а также поедать падаль. В Австралии крокодилы часто убивают домашних животных, в том числе коров и лошадей. Иногда жертвами крокодилов становятся даже взрослые тигры, застигнутые врасплох во время плавания. Гребнистый крокодил является самым агрессивным крокодилом, в том числе и по отношению к своим сородичам. Каждый самец имеет свою территорию, на которой живет несколько самок.
Он охраняет эту территорию от других самцов, при необходимости вступая с ними в жестокие схватки, нередко заканчивающиеся тяжелыми травмами или даже смертью одного из крокодилов. Чаще всего такое происходит в сезон дождей. В этот период наступает время сражений за самок. Именно тогда самцы устраивают зрелищные бои и становятся еще более агрессивными. Самцы, которые не способны отстоять свою территорию, погибают в боях, или их вытесняют в море, где они двигаются вдоль берега и ищут свободные речные системы для заселения. Или же отправляются в открытое море, где ищут новые участки суши. В период беременности самка откладывает около 50 яиц и прячет их в своеобразном гнезде из грязи и листьев. В течение 3 месяцев ей предстоит охранять кладку. Заботливая мать будет защищать детенышей еще несколько месяцев после появления на свет. Несмотря на это, лишь примерно 1% детенышей доживает до зрелого возраста, а остальные становятся жертвой других хищников, в том числе крокодилов своего вида. Половой зрелости самцы достигают примерно в 16 лет, при достижении длины чуть более 3 метров. А самки в возрасте около 12 лет, при достижении примерно 2-метровой длины. По мере взросления хищники поднимутся на самую вершину пищевой цепи, и тогда они смогут прожить до 70 или даже до 100 лет. Среди всех видов крокодилов именно гребнистые крокодилы занимают первое место по количеству нападений на человека со смертельным исходом. Они практически не боятся людей и очень часто рассматривают их в качестве добычи. В начале 1970-х годов крокодилы в Австралии были почти истреблены в связи с высокой ценностью на их кожу, поэтому власти страны наложили строгий запрет на их истребление. Благодаря этому на сегодняшний день популяции этих рептилий ничего не угрожает, а их численность в дикой среде превысила отметку 100 тысяч особей. В настоящее время для людей гребнистый крокодил представляет большой коммерческий интерес. Особенно ценятся его кожа и мясо, напоминающее по вкусу курятину. Поэтому их начали массово разводить на специальных крокодиловых фермах. А на этом у меня все. Надеюсь, ролик вам понравился. Обязательно им делитесь и пишите комментарии. До скорого.